Всем привет! Сегодня снимаем новое видео. Это Полина. Здравствуйте. Вот, она пришла сегодня на диагностику посмотреть и проверить, что у нее с позвоночником. Расскажи. Да, я занималась художественной гимнастикой, в данный момент обучаюсь на факультете физической культуры и хотела просто бы проверить, насколько у меня там все запущено в спине и есть ли какие-то проблемы. Ну, сейчас, как обычно, визуально-пальпаторная диагностика и далее массаж, мануальная терапия. Смотрим позвоночник. Поясница, ротация небольшая таза в правую сторону, вот выше точка по правой стороне, и уходит немножко таз вправо, это видно. Здесь по грудному отделу есть небольшой разворот корпуса, расслабься. Угу. Вот это плечо несколько левое вперед уходит, задняя лопатка назад оттопырена. И повернись передом, пожалуйста. Вот небольшая ямочка здесь ее нет. Соответственно, плечо, сустав несколько спереди развернут. Мы с этим тоже будем работать. Еще ключицу будем управлять сегодня, показывать. Так, еще повернись и наклонись вперед. Вот так. Выше. Здесь гипертонус небольшой по левой стороне, грудопоясничный переход. Выравниваешься, наклони голову, просто голову. И седьмой шлем у нас выбирает чуть больше нормы относительно грудного первого. Так, выравниваемся. Угу. Так, все, сейчас мы массаж будем проводить. Массаж по спонсорской подписке. Кто хочет, подписывайтесь. И далее мануальная терапия. Немного хотел поговорить о остеопатии и мануальной терапии. В чем разница? Ну, есть раздел в остеопатии трастовые техники. В принципе, это то же самое, что и мануальная терапия. Вот. То есть Эндрю Тейлор Стил, основатель остеопатии, он в принципе был в классическом понимании мануальный терапевт, и его книга «Остеопатия. Исследования и практика» рекомендую к прочтению. Вот, там сегодня покажу кое-какие приемы, именно стиловский прием, который я в его книге прочитал описание. Ну и, собственно говоря, это вопрос понятийного такого характера. То есть мануальная терапия равно трастовым техникам в остеопатии. Потом сейчас в остеопатии более мягкие техники применяют, и под остеопатией понимают у нас несколько другое. Все, сейчас начинаем работать. Сейчас с пояснички начнем. Угу. Захватывается так, вытягивается. Хорошо. Расслабилась. Ой. Так, еще чуть-чуть вот так оттягивается таз, пояснично-крестцовый отдел. Один из вариантов управления. Так, сейчас голову в другую сторону поверни. Угу. Ай. Так, расслабься, вдох сделал, выдох и расслабься. Да. Еще плечи не зажимай. Молодец. Так, в другую сторону голову поверни. Угу. Так, здесь порядок. Здесь тоже. Вот один из приемов Эндрю Тейлор Стила, основателя остеопатии. Положи плечо. Здесь вправляется ключица, плечо, сочленение и верхние ребра и сочленение с позвоночником, с позвонками. Расслабь. Угу. Еще раз. Ой. Все. Готово.
Тоже один из вариантов, просто упор делается локтем. Также в ладонь берется сустав, головка плечевого сустава и вправляется. Как раз с плечами у тебя проблема плечевым поясом. Это прием лучше всего с плечами и плечевым поясом, в принципе, с верхним грудным отделом справляется. Вот так на бочок. Где-то под 45 градусов, расслабься. Еще сюда. Угу. Как дела, не больно? Нет, так, терпимо. Ну, есть немного страшно. Да, что-то сейчас будет. Угу. Чуть-чуть подвинься. Вот так. Все. Сейчас покажу немного другой прием, который заменяет. Это ножка сгибается. Это вот так. Ага. Все. Отлично. Все. Хорошо. Расслабились. Угу. Еще. Вот. Один из вариантов правления поясничного перехода. Давай на другую сторону. Да? Так, ложу тебе чуть-чуть. Вот так. Угу. Так, чуть-чуть ближе нас. Угу. Вот уже хрусты пошли. Где у тебя сейчас хрустнул? Здесь? Да, и вот здесь почему-то. Даже до грудного доходит, до среднего грудного лопатку. Когда вытягиваешь ребра, тоже сочленение с грудным отделом, с грудными позвонками очень хорошо вытягиваются. Так, это в принципе аналог приема. Ложись на живот. Ручки вдоль. Ну, вот, примерно аналогичный прием, да, в таком исполнении. Только здесь у нас только грудопоясничный переход. Здесь бывает даже грудные прогрессы. Ложись еще на бочок. Ко мне лицом. Таз ближе двигаешь к краю. Вот эту руку под голову. Еще ближе двигай. Нижняя нога теперь ровно. Ага. О, хорошо. Склоняешь туловище назад. Хорошо, тянешься прекрасно. Еще двигай таз вперед. Эту руку под голову. Угу. Это сюда. Нога нижняя ровно. Это сгибается. Гимнастикой занималась, чувствуется. И тазобедренный раскрывается сустав. Так, здесь все в порядке. Когда не встречается ограничений, сустав спокойно ложится на место. И если встречается блок, то он вот так вот снимается своеобразным хрустом. Раскрой ручки. Опусти локти. Хорошо. Встаем. Тоже за голову ручки, замочек. Группируешься. Все хорошо. Здесь проверили, все в принципе нормально, поэтому в основном мы сейчас вправляли до этого, у нас плечи хорошо пошли, лопатки, грудной отдел продавливания. Давай ложись на спину. Сейчас посмотрим шею еще. Ну,
поиск ограничений. Расслабь. Ай! Все хорошо. Неожиданность наш конек. Да, почему стрельнула здесь, а не здесь? Но когда поворачиваешь вправо, не обязательно, что бывает вправляется и слева. Угу. Все. Подсняли. Небольшие хрусты были по одному. Вот еще. Тоже стиловские вправления с плечами. Угу. Расслабь. Так, не больно? Нет. Полина, колено болит. Какой у тебя диагноз, скажи? Болезнь Шлауцера. Не ставили сейчас. Угу. Иногда выскакивает коленочка. Здесь больно? Да, когда давить именно. Ага. 11 вариантов. И расслабь. Еще. Еще. Здесь ножка прям заблокирована, сустав. Немножко поработать надо. Расслабь. Как у тебя дела? Нормально. Слезы потекли. Слезы потекли. С одной стороны так. Это слезы счастья. Наверное. Напрягай так ноги. Гимнасты, По привычке. Гимнастки по привычке тянут Да. свои ноги и постоянно в напряжении, из-за этого голеностоп. Еще расслабляй. Проверим КПС, расслабься. Кольцо подвздошное сочленение. Тянешься просто. Гутоперчивая Полина. Здесь ограничений нету. Нет, расслабь. И здесь тоже. Ну, гимнастка, что сказать. Прием декомпрессия делается таким образом. Сверху еще лежит помощник на бедрах у Полины. Челюсть закрыта и расслабилась. Как дела, Полина? Нормально. Потянула внизу. Потянула? Вот это До вот. поясницы Нет, дошло? нет, до поясницы нет, шеи. Давай еще разочек. Сейчас, если хорошо расслабишься, доведет до пояснички. Угу. Расслабься. Ну как? Сейчас Да, дошло. дошло? Ну, выше стало. Да. Почувствовала, как раз Да, но разъединяется. больше всего вот возле лопаток почувствовала. Ну, у тебя вот эта зона, как раз переход, он как раз перекос, это как раз в грудном отделе. И из-за этого подтягиваем грудной отдел, грудные позвонки. И там, где основная проблема, бывает нерв задевает, и такая точечная боль. Да, прям. Было, да? Да, сейчас даже тяжело как-то руки поднимать. Поднимать руки Да. тяжело. И вставать. Расслабила, да? Да. Ну вот, сейчас поднимем на тебя, не переживай. Спасибо. Локти вместе делаем. Ну, протяжечку сделали после декомпрессии. Подснять все моменты. Сейчас встаем. Так, ну тут деформация по грудной клетке, она еще она осталась. И, собственно, спина еще развернись. Вернись-ка. Да, эта лопатка еще оттопырена, но вот у тебя на самом деле проблемы такие с позвоночником, что нужно их решать и заниматься. И это не разовое занятие,
причем занимается с осанкой, нужно заниматься курсом, как правило. То есть это решается 8-10 сеансов. Ну и то, в принципе, это решается до какого-то возраста, там, 22 лет максимум. Так. Значит. Да, ставлю сюда. Ручку дай мне. Расслабь. Расслабляй. Ай, Как у тебя ощущения? нормально. В локте только немножко больно. Онемела ручка? Да, как Это перележала. где-то минутку-две такое состояние, потом трактор расслабляй ручку. Тут тоже, да? такое? Ну тут полегче. Полегче. Значит, это плечо у тебя больше зажато, правое. Немножко здесь видно, что выпирает и в левую сторону ходит седьмой шейный позвонок. Расслабляешь плечи, вдох делаешь глубокий и задерживаешь. Угу. Чуть-чуть еще сюда. Так, в голову у тебя как пошло, какое ощущение? Как приток крови, да? Да. Наклони еще. Меньше уже стало, вот видно, что визуально меньше стало уже становится. Еще разочек и все. Задержал, опусти плечи. Все, хорошо. Не больно? Нет, Ну, вот. хорошо. Хорошо. Фаталити наш прошел. Небольшое головокружение, может быть, как приток крови, головной мозг. Вот. Сейчас как у тебя самочувствие, расскажи. Получше. Получше. Да. Легкость Да, появилась. такое ощущение, что пару килограмм даже сбросила. Нет, Потому что, наверное, заживет будет. здесь уже не болит при надавливании? Ну, болит, но не так сильно. Меньше, да? Да, да. Угу. Здесь болело при надавливании. Вот, как раз мышцы отходят от позвонка сюда, и вот этот вот участок как раз болючий, потому что она сильно сокращенная была, спазмирована, от чего лопатка оттягивается сзади. Все. Хорошо. Тогда всем спасибо. Какие у вас ощущения? от Хорошие, процедуры? кстати. Прям легкость какая-то. Хорошо. Все, до новых встреч в эфире. Всем пока. До свидания. До свидания. До свидания.